Что, мы в лес? Лес. Никуда. Всем привет! Сегодня я бы хотел рассказать об одной особенности мотоцикла BMW S1000R. Об этой особенности часто высказываются владельцы этого мотоцикла и упоминают в своих обзорах видео мотоблогеры. Так что поехали! И сегодня мы с вами будем говорить про такую штуку, как воблинг. То есть что-то вот такого вот типа, да? Есть мотоциклы, которые имеют склонность к воблингу, которые провоцируют вас на такие действия, которые его вызовут. Ну, в частности, например, назову такой мотоцикл, как BMW S1000R. Опять же, я ездил недавно на S1000R, которого тоже солидно воблит на скорости. Я, наверное, можно сказать почти, что мастер воблы. И неминуемо пробежимся по такой очень страшной теме, как воблинг. Начинаем! Это очень-очень крутой мотоцикл. Но есть несколько вещей, которые меня просто бесят. Когда я купил BMW S1000R и начал его осваивать, для меня стало неожиданностью нестабильность его поведения при движении на высокой скорости. Значит, где-то на 140-150 км в час мотоцикл раскачивало вправо-влево и начинался воблинг. Я стал искать информацию о том, как сделать мотоцикл стабильным, но большинство ответов владельцев BMW S1000R, ну и мотоциклов с похожей базой, сводились к необходимости, так сказать, смириться с конструктивной особенностью этих мотоциклов, ну и бесполезностью борьбы с воблингом. Меня это не устраивало и, конечно же, не покидала мысль о том, что конструкторы BMW просто не могли выпустить в продажу мотоцикл с таким дефектом. Далее, немного освоившись, я уже начал ездить с пассажиром и стал замечать такую вещь, что на той же скорости с пассажиром воблинг уменьшался и в некоторых случаях пропадал совсем. А при поездках в одиночку воблинг возвращался снова. Это, так сказать, и стало отправной точкой настройки подвески мотоцикла. Вы можете сказать, да, настраивать подвеску мотоцикла необходимо было сразу, и будете правы. Но все дело в том, что подвеска в комплектации моего мотоцикла полностью электронная. И выбор режимов никак не влиял на эффект воблинга. Он оставался тем же. Причина воблинга кроется в геометрии подвески, в наклоне передней вилки. Но изменить угол наклона передней вилки невозможно. А вот повлиять на геометрию подвески настройкой сжатия пружин вполне можно. Об этом, кстати, рассказывает Джет в своем видео. Ссылка на это видео будет в описании. Сначала я немного снизил сжатие пружины заднего маятника, чтобы имитировать езду с пассажиром. Но это не сильно повлияло. И я стал постепенно увеличивать сжатие пружины передней вилки до устранения воблинга, так сказать, ступенчато. И теперь я имею стабильный в управлении мотоцикл в любой скорости, можно сказать, до максимально возможной. В инструкции по эксплуатации мотоцикла есть данные для настройки сжатия пружин подвески для водителя массой 85 кг. Однако только с райдером весом 75 кг значения на неотрегулированном мотоцикле соответствовали данным, указанным в инструкции. Мы измерили, насколько выходит передняя вилка, шток передней вилки из амортизатора. Измерили это с водителем массой 75 кг. И получилось, что при моем весе, это 100 кг, передняя вилка была слишком сжата. А так как она была слишком сжата,
И, соответственно, трейл становился минимальным. По моему мнению, из-за этого и появлялся воблинг. Поэтому чем больше трейл, тем больше плечо и тем интенсивнее происходит подруливание. Значит, для настройки под себя я практически полностью затянул пружину передней вилки. Тем самым я увеличил трейл. Дело в том, что когда ты оттормаживаешься, у тебя вилка складывается, меняется геометрия мотоцикла и трейл становится короче. Мотоцикл стал стабильным, он не воблит, он лучше едет по неровной дороге. И, что немаловажно, для катализатора системы выпуска увеличился дорожный просвет. Вот и все, о чем я хотел рассказать в этом видео. Но не забывайте, что все настройки вашего мотоцикла вы делаете на свой страх и риск. Возможно, поэтому сервисы по обслуживанию BMW и не предлагают услугу по настройке подвески мотоцикла под вас. Спасибо вам за просмотр и до свидания.